Добро пожаловать в наш развивающий тест, где вы сможете проверить свои знания на самые различные темы. Этот тест создан для любителей обучения и тех, кто хочет расширить свои горизонты. Каждый правильный ответ – это шаг к новому открытию, а каждая ошибка поможет вам узнать что-то новое. Удачи вам! Что из этого не входит в 4 великих изобретения китайцев? Бумага, порох, компас, телевизор. Китай гордится своей богатой древней культурой, в том числе 4 изобретениями, распространившимися позднее по всему миру: технологией изготовления бумаги и книгопечатания, компасом и порохом. Эти изобретения стали важным вкладом китайской цивилизации в общемировую сокровищницу прогресса. Какое необыкновенное хобби было у писателя Чарльза Диккенса! Он коллекционировал жуков. Он увлекался гипнозом. Он любил посещать кладбища. Занимался рукоделием. Известный английский писатель Чарльз Диккенс имел 2 несколько необычных увлечений – театр и месмеризм. Диккенс верил, что может исцелять, предварительно погружая пациента в гипнотический транс. Как называется боязнь публичных выступлений? Амброфобия, пирофобия, кераунофобия, айхмофобия. Пирофобия – страх сцены, патологическая боязнь выступать на публике. Является одним из распространенных социальных страхов. Симптомами страха сцены являются сильное сердцебиение, потливость, дрожание голоса, тремор губ и конечностей, зажатость голосовых связок, подташнивание и другие. Кем по профессии был Артур Конан Дойль, подаривший миру гениального сыщика Шерлока Холмса? Врачом, математиком, моряком, пекарем. У Артура Конан Дойла было образование врача. Учился он в Эдинбургском университете. Известно из истории, что именно там он для себя нашел образ Шерлока Холмса, про которого впоследствии стал писать. Он обратил внимание на одного из своих преподавателей, который отлично разбирался в дедукции. Какой химический элемент на сегодняшний день считается самым радиоактивным? Торий, уран, ливерморий, церий. Ливерморий – синтетический химический элемент. Он имеет символ Лв и атомный номер 116. Это чрезвычайно радиоактивный элемент, который был создан только в лабораторных условиях и не наблюдался в природе. Элемент назван в честь Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса в США. Через какой океан, примерно по 180-му меридиану, проходит линия перемены даты? Тихий океан, Индийский океан, Атлантический океан, Южный океан. Международная линия дат – это линия, проходящая между южным и северным полюсами, которая является границей между одним календарным днем и следующим. Она проходит через Тихий океан, примерно следуя 180,0 градуса линии долготы и отклоняясь, чтобы обогнуть некоторые территории и группы островов. Армянская слива – это черешня, абрикос, яблоко, апельсин. Плод, называемый армянской сливой, на самом деле является наиболее часто культивируемым видом абрикоса. Армянская слива
обычно называемая абрикос, является национальным фруктом Армении и выращивалась там веками. Абрикос в Армении идет на завтрак, присутствует в джеме и варенье, даже добавляется в некоторые горячие блюда. Правда ли, что когда лошади бегут галопом, они отрывают от земли все 4 ноги одновременно? Да. Нет. Когда лошадь движется галопом, она в какой-то момент времени полностью отрывает все 4 ноги от земли и летит над землей. В 1878 году Леланд Стэнфорд, бизнесмен и владелец скаковых лошадей, нанял фотографа Эдварда Мейбриджа. Он хотел убедиться в правильности своей гипотезы о том, что во время бега галопом лошади отрывают от земли все 4 ноги одновременно. Кто изобрел посудомоечную машину? Мужчина или женщина? Мужчина. Женщина. Богатая светская львица Джозефина Кокрейн хотела защитить свой фарфор от повреждений во время мойки. В итоге она изобрела первую практичную и коммерчески успешную посудомоечную машину. Патент был выдан в 1886 году. Кокрейн спроектировала ее в сарае за своим домом и построила опытный образец с помощью механика Джорджа Баттерса. Ее посудомоечная машина была первой, которая использовала напор воды вместо щеток. Чего не умеет делать кенгуру? Ходить спиной вперед, плавать, издавать звуки, спать на хвосте. Кенгуру – один из лучших прыгунов в мире животных. Для того, чтобы не терять равновесие при прыжках, кенгуру использует толстый у основания мускулистый хвост для балансировки. Этот хвост, а также крупные ноги, являются причиной того, что прыгать назад кенгуру не может. Кенгуру может использовать свой хвост в качестве третьей ноги, чтобы подпереть себя при стоянии. Какой город известен тем, что в нем все коты и кошки должны носить 3 колокольчика? Крескел, Париж, Венеция, Нью-Йорк. В городе Крескел, расположенном в штате Нью-Джерси, действует необычный закон, согласно которому все коты и кошки обязаны носить на себе 3 колокольчика. Это сделано для того, чтобы птицы всегда знали о местонахождении пушистых хищников и могли вовремя улететь. Какое необычное погодное явление можно увидеть на границе Замбии и Зимбабве? Солнечное гало, лунная радуга, Брокинский призрак, пояс Венеры. Лунная радуга появляется в плотных и влажных слоях атмосферы при преломлении света полной Луны. Чтобы появилась лунная радуга, нужны яркая полная Луна и водяные брызги, причем источник брызг должен быть напротив Луны, а сама она должна быть невысоко. Поэтому чаще всего это редкое явление можно увидеть вблизи водоемов. Единственное место, где это чудо можно увидеть регулярно – водопад Виктория на границе Замбии и Зимбабве,